Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Снова у нас будет сегодня два карандашика. Сиреневый и желтый. Смотреть будем тему вопроса, какой человек вас никогда не забудет и почему. Какой человек вас никогда не забудет и почему. Прям коротко будем смотреть. Так, я опять сделаю, как в прошлый раз. Я переложу нам две колоды. Первый вариант. Второй вариант. Нажимайте в тайминге на тот, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал карандаш сиреневый, он же вариант номер 1. Давайте посмотрим, какой человек вас никогда не забудет и почему. У нас так сразу здесь карточки вытащились. Интересные, но мы их оставим. Так, какой человек вас никогда не забудет? Человек, который вас обманул, видимо, судя по всему, который ввел вас в заблуждение. Который был нерешителен, который не знал, что вы такое. Что вы такое? Человек, который очень сильно отличался от вас. Человек, который боялся вас в том числе. Человек, который не знал, как себя с вами вести. Вот этот человек вас никогда не забудет. Многих из вас с этим человеком связывали какие-то отношения или, может быть, какое-то знакомство такое без прикрас. Когда каждый из вас знал друг о друге вот буквально все, вплоть там до каких-то интимных, может быть, подробностей. Вот. И этот человек, судя по всему, выбрал именно, я так предполагаю, себя. У нас тут очень активная именно мужская линия. То есть можно сказать, что этот человек выбрал свое собственное благополучие и свое спокойствие. Может быть, отказался от ответственности, отказался от какого-то сближения, от какого-то дальнейшего контакта и предпочел вот отойти в свою какую-то сторону. Что еще вам нужно знать про этого человека, эту женщину или этого мужчину? О том, что этот человек очень независимый, очень такой жесткий. Человек, который всем говорит о том, что, может быть, у меня в жизни все хорошо. Или человек, который говорит о том, что я там хочу, планирую купить дом. Или о том, что мне нужна семья. Или вот какие-то такие вещи, которые касаются темы именно недвижимости. Это человек, который на самом деле действительно нуждается в семье, который стремится к семье. Но человек, который делает все, чтобы у него не было ни семьи, ни дома, ни нормальной какой-то работы. Человек, который находится в каком-то заблуждении, что ли, по отношению к своей жизни. В общем, какой-то здесь обман есть. Как будто вот... кто-то кого-то обманул именно на почве отношений. Не знаю, может быть, отношений рабочих, да, как предложение какое-то, а потом в конце концов эта совместная деятельность вылилась в то, что человек снял все сливки и испарился из вашей жизни. Может быть и такое. Почему никогда вас не забудет этот человек? Почему никогда вас не забудет? Ну, потому что, как оказалось, что жизнь без вас, работа без вас у этого человека пошла, накрылась медным тазом, прям так скажу. То есть вы вкладывали, видимо, очень много себя в эту работу или в эти отношения, вы пытались что-то с ними сделать, как-то их привести в какой-то рабочий вид, чинили, что не работало, пытались наладить то, что работало. То есть какой-то вкладывали туда ресурс свой личный, какой-то свой почерк, свою индивидуальность. С одной стороны, вы играли вроде как в игры, да, такое ощущение, что человек этот вас воспринимал в буквальном смысле как шута Горохового. Ну, типа там смотрел на вас и думал, что это такое? А оказалось, видите, совершенно наоборот. То есть за вашей несерьезностью, за вашей какой-то, может быть, такой, как это сказать, игривостью, на самом деле скрывалась очень мощная такая глубокая личность.
И вот человек теперь понимает, что вы исчезли из жизни или из работы, из профессии, и все это как-то завалилось, и все это перестало работать, и больше ничего не радует. Вот. Что еще вам нужно знать о мыслях этого человека про вас? Ну, человек старается вообще на самом деле про вас не думать. Человек старается акцентировать внимание только на себе. Когда какие-то мысли возникают, такие вот мысли пообщаться, поговорить, там, выйти на контакт, предложить вам что-то, встретиться как-то, может быть, по-дружески, или предложить вам какую-то работу. Вообще человек понимает, что вы не хотите общаться. Да? Вот вроде все между вами так складывается, что у вас может быть какой-то контакт, но вот вы как будто говорите: так, стоп, нет, я не хочу. И вот об этих вещах человек думает. Но, опять же, думает периодически, может быть, только когда находится в состоянии легкого подшофе, потому что в трезвом уме и твердой памяти никаких подобных мыслей нет. Ну и рекомендацион такой вот для вас. Правильно сделали, что пошли в новую жизнь. Вот такой вам рекомендацион. Правильно сделали, что пошли в новую жизнь. Потому что здесь все равно, видимо, каши было не сварить. Ни с работой, ни с деньгами, ни тем более с личными отношениями. Поэтому ничего не потеряли, движетесь к своим целям. Вот такой у нас получился, ребята, коротенький, но очень интересный первый вариант. Ставьте лайки, приходите к нам учиться. Приходите к нам на практику по колоде Девиант Мун Таро Безумной Луны. Пока-пока, до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2, желтый красивый карандашик. Не погрызанный, кстати, анубис. Давайте посмотрим, какой человек вас никогда не забудет. Какой человек вас никогда не забудет. Что это за персонаж? Так, звезда. А вас не забудет тот человек, который, возможно, находится от вас очень далеко, может быть, смотрит на вас, я не знаю, с экрана телефона, может быть, видит даже не столько вас, сколько вашу увлекательную жизнь, вашу какую-то увлекательную работу, ваше творчество. То есть здесь какая-то вот человек такой какой-то идейный, творческий, может быть, в том числе человек, который вот живет в каком-то своем мире. Вот этот человек вас не забудет. Человек, для которого вы, ну, эталон. Я не знаю, что это значит. Для кого вы можете быть эталоном? Для какого лица в своей жизни вы можете быть эталоном? Ну, хорошо. Давайте достанем еще здесь 3 карты и посмотрим, что же это такое. Что же это такое? Ага, значит, здесь история про то, что тут человек, который вас никогда не забудет, это человек, который, ну, как будто, вы знаете, не смог с вами прийти к какому-то консенсусу. Здесь какой-то персонаж, который считал, что пусть даже между нами будут очень сложные и неприятные отношения, которые мы не можем разрешить, но тем не менее, вот пусть будут вместе. Мне хочется почему-то сказать, что вас не может забыть человек, который считает, что вы выбрали не его или не ее. Вот буквально так. То есть, если речь идет о любовных отношениях, раз уж у нас здесь вышла королева кубков, то это однозначно вас не может забыть какая-то другая женщина. Да? Другая какая-то женщина, может быть, какой-то другой мужчина, с которым вы не согласились быть. Потому что здесь 5 пентаклей, напомню, имеет одно из значений, это мистерс, любовница, да? То есть адюльтер. Отношения, которые не могут быть признаны. Это туда все входит, что не может быть признано. Это какие-то неоформленные договоренности, это незаконно рожденные дети, как нынче и раньше считалось, то есть дети, рожденные вне брака, да, то есть отсутствие признания ребенка. Здесь отказ жениться или выходить замуж. Здесь вообще невозможность разрешить какую-то текущую ситуацию. То есть тут как будто какая-то есть у нас женщина или какой-то мужчина, который целенаправленно при всех прочих условиях отказался или отказалась вступать в более близкие отношения. Есть человек, который как будто добровольно себя погрузил в какую-то изоляцию, в какие-то
отношения, может быть, неприятные, какие-то гадкие, вот такие вот безысходности, вместо того, чтобы быть с вами. Вот у меня складывается такое ощущение. Почему? Почему так? Почему человек этот вас никогда не забудет? Потому что вы сами по себе жизнь этого человека перевернули как-то. Во-первых, как будто здесь вот прям смотрите, если у кого-то речь идет о бизнесе или рабочих вопросах, для этого человека стало совершенным шоком, что у вас все получилось. И в работе все получилось, и в бизнесе все получилось, и у вас есть авторитет, и вы смогли свои мечты реализовать, и вы смогли самостоятельно справиться со всеми жизненными вызовами и задачами, и всего добились, чего хотели. Если речь идет о семейных каких-то или любовных отношениях, то человек не может вас забыть, потому что шоком стало. Как так? У вас, у женщин, здесь прям для женщин история стала шоком, что у тебя появился мужчина, мало того, что появился, еще и появился такой вот мужчина, еще и семья появилась, тройка пентаклей, у нас семейные такие аспекты, и у человека дышит там переворот в голове, в сознании произошел, как же так, что же могло пойти не так? В том числе, если вы мужчина, то ваша бывшая женщина думает, как же так, что ты так быстро женился или так быстро нашел себе новую женщину, что мы так вот стихийно расстались как-то. Но тут опять же не стихийное расставание, здесь расставание из-за внешних событий каких-то. Тут какая-то новость такая шокирующая случилась, что опять же разбила эту пару, где два человека вот окончательно просто и бесповоротно разошлись по разные стороны. Так, что еще? Что еще думает о вас этот человек вообще в принципе? Тот, который не может вас забыть. Ну, я бы сказала, что человек, все-таки человек к вам привязан. Человек скучает. Я бы сказала, что сказать прям, что вот я о тебе думаю постоянно, нет. Наверное, здесь просто присутствует такая вот история ожидания. Напишешь ты или вот когда ты позвонишь, или там когда ты что-то у себя где-то выложишь в своих соцсетях, потому что мир — это в том числе социальная активность. Да, у нас целых 4 херувима в зрителях сидят этого действия, которое происходит у женщины. Есть наблюдение. Но тут мужчина, смотрите-ка, здесь точно речь вот в этом варианте, во втором, речь идет про мужчину, который наблюдает за женщиной. Причем не просто наблюдает, а он ждет. Он никуда не торопится, а он как будто вот знает, что что-то она там где-то написала, наговорила, показала, и он идет смотреть. Ага, как там? А что там происходит? Вот. В том числе, если мы говорим про женщину, если вы мужчина, то эта женщина точно знает, что вы смотрите за ее жизнью, вас ее жизнь интересует. И она тоже, в свою очередь, делает все для того, чтобы вы видели. То есть она делает это не для себя, это не какие-то там информация, рилсы, там статусы, что-то еще. Для себя нет. Это для вас. Для вас. Может быть, допускаю, раз уж у нас тут две мужских фигуры, может быть, еще для какого-то мужчины, которому в пофиг, в принципе, может быть, но он смотрит, но не придает этому значения. Вот. Что еще вам надо знать о сожалениях этого человека, может быть, или о переживаниях этого человека в контексте вас? И здесь у нас выходит, значит, вот какая история. Я не могу сказать, что этот человек сожалеет о том, что вот между вами произошло. Человек считает себя правым. Человек считает, что такова жизнь, так сложились обстоятельства. В принципе, человек чувствует себя вполне комфортно в своей жизни, однозначно. Всем удовлетворен или удовлетворена. И тем не менее, человек с любопытством, я бы сказала, ждет все-таки, как же дальше будут разворачиваться ваши жизненные взаимодействия, ваши какие-то контакты. Потому что здесь такая вот история, ну давай, я посмотрю, что там у тебя будет дальше. Да? То есть, если мы там говорили раньше, что появилась новая работа, сразу может быть, да, что я там шокирована или шокирована была, что у тебя или новая работа, или бизнес пошел, или новые отношения появились, брак. И вот здесь я как будто бы жду, когда же у тебя возникнут трудности, да, там в твоих рабочих вопросах или в твоих брачных вопросах, и ты еще придешь ко мне и будешь
просить меня о помощи, как будто вот такое злорадство в этой девятке жезлов угадывается, как будто мне очень хочется, чтобы у тебя все прекратилось, все остановилось, и вот ты еще передумаешь, еще поймешь, как ты был неправ или не права. Вот играет самолюбие, такое чувство у меня складывается в этой карте. Вот. Ну и человек, безусловно, хотел бы встретиться, мне кажется, ждет вашего приезда. Приезда, прихода, контакта, какие-то такие здесь вещи. На дне колоды у меня 6 пентаклей, то есть однозначно вы для этого человека были, ну, очень важным. Вы очень многое давали. Очень много, может быть, человек от вас в том числе поимел денег, каких-то ресурсов, я не знаю, хорошего настроения, каких-то еще других вещей. Вот. И теперь вроде как, ну, и так в жизни неплохо, но вот с вами все-таки было поинтереснее, да, а теперь все, кто приходит, это не те, кого бы я хотела или хотела, это все не то, это все не те. И в начале колоды у нас тут, смотрите-ка, женщина принимает какое-то решение собственноручно, какие-то платит деньги, может быть, привлекает каких-то людей, если речь идет о бизнесе, что-то создает. Если это не бизнес, а личные отношения, то здесь тема того, что женщина принимает какие-то решения в своей жизни, и складывается ситуация так, что она вот из привычной своей роли выходит, теряет, утрачивает эту роль и движется к каким-то совершенно новым берегам. Может быть, новые отношения, может быть, новая жизнь. Но здесь у многих людей переезд какой-то. Переезд, отъезд, в том числе брак может быть новый какой-то. Действительно, потому что есть новизна, новый статус, и я пытаюсь с этим статусом сжиться, справиться, что-то с этим сделать. Вот такая история. Так что я вам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, порадуйтесь лишний раз, порадуйтесь, что вас помнят. Вас помнят. И, безусловно, приходите к нам учиться. Всем пока-пока и до новых встреч. Берегите себя.